Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer. Мы продолжаем играть в игру Stationers, продолжаем выживать на Марсе, обустраивать свой жилой модуль. А в этой серии я планирую посмотреть, что с саркофагом, который я попытался сделать. Возможно, нужно закрыть крышку. Итак, поехали. А также планы на эту серию — это достроить гидравлический сгибатель труб и попробовать разобраться с атмосферой в жилом модуле для того, чтобы начать выращивать растения. Потому что запасы еды заканчиваются. Что мы имеем? Кислород есть. Фильтры СО2 заканчиваются. У нас, судя по всему, дорабатывается. То есть я серию прошлую прервал, я здесь вышел с игры. И наш автолад доделывал гидравлический сгибатель труб. Буквально процентов 70 было выполнено. Значит, получается, что такое прерывание в загрузку не работает. Ну что ж, дождемся, когда выполнится создание сгибателя труб. Также я планировал с этой стороны базы поднять потолок выше. Вот этот потолочек мой стеклянный поднять выше на еще один этаж. Мне это необходимо будет для того, чтобы сгибатель труб поставить вот в этой секции. И также будет просто больше места для различных технических приспособлений. Что мы имеем? Нам надо стекло. 8 штук осталось. Одна стеночка и один лист металла. Это вам, конечно же, мало. Понадобится изготовить еще. Сейчас создам сгибатель труб. Сразу займусь подготовкой материалов для стен. А я и не хочу далеко отходить, пока он не изготовится. Хотя, сколько там материалов? Ну да, материала такое количество, что если я сейчас один прозеваю, будет второй изготавливаться. По энергии у нас энергия есть. Можно свою батарейку заменить. Вот таким образом. Тебе вот заряд поставить. Плавить я в данный момент ничего не планирую. Действительно хочет не очень, но нуждается снять костюм. Потому что, ну так, хождение в костюме влияет на гигиену и дискомфорт. Я думаю, что костюмчик мы снимем на несколько минут. Закроемся снова в этом шлюзике. Снова покушаем, попьем. Взять с собой запасов еды и воды. Так. Была еда. Есть. Вот он наш сгибатель труб. Ну, я, наверное, его вот так не поставит. Я могу попробовать. Вот. Вот здесь он будет стоять. На него мне нужно 2 листа металла. А у меня есть один, да? И 2 листа пластика. Пластик я возьму. Ну, не весь. Смысл мне весь с собой носить. Вот. И металл надо еще изготовить. Стоп, стоп. То. Делаем один лист. Раз. Теперь мне нужно... Что он не делает? Необходимо 2, 3, 4, 5, 7, 8 стеночек. Это мне надо еще 8 листов металла и
7 стен. 7 стен. 8 металла и 7 делаем. Где наша стена? Стеночки делаем. Не хочу сильно много наделывать. Не вижу смысла в избытке. Тем более сейчас каждая, скажем так, каждый киловатт энергии на счету, его нужно беречь. Быть. Ну и пойдем на туда, наверх. Кстати, пока интересно, что там с нашей ракетой. Ух ты. Она полностью уничтожена. Вот после бури ее больше нет. И модуль вот здесь вот стоял, спускаемый аппарат. В верхней части его модуля тоже больше нет. Ну что ж, окей, понятно. Значит, не сохранить такое. Возможно, нужно было... Я просто видел где-то, кто играет, видел, как прячет его в такой стеклянный бокс. Очень удобно, красиво получается. Я хотел его сохранить. Ну, значит, нет. Нет, так нет. Так, ладно. Сюда. Завариваем. Говорит, не хватает мотков кабеля. Угу. Надо еще 2 кабеля. Так, ну ладно. Я, конечно, понимаю все, но я вот туточки возьму 2. Сейчас это соберу и пойду наделаю кабелей, поставлю на место. Сюда. Есть такой сгибатель. Теперь я закрываю стеночки. Вот таким образом. Так у меня стеночка лишняя получилась одна. В общем, не важно. Пойду зашью с той стороны. Пригодится. Я хотел, наверное, нет, у меня там глухая стена, без света, да, без света, и это, и та. Стоило, конечно, наверное, сделать здесь окна сразу. Я, наверное, так и поступлю. Вопрос, нужны ли мне здесь окна или не нужны? Хочу или не хочу я здесь окна? Хочу все-таки. Потом, если понадобится мне там окна, я буду их делать. Теперь снимаем здесь стекла. Дабы хоть бы не провалиться. Стекла снял. Теперь металл. Ага, вот еще стекла.
Металл содрать со стен. Есть металл. Теперь сами стеночки срезать. Ну, я буду их сразу ставить наверх. Сразу устанавливать. Я здесь все сорвал уже, да? Интересно, я дотянусь я сверху или не дотянусь? Да, дотягиваюсь. Прекрасно. Как-то так. В общем, сейчас будет у меня комната побольше. Конечно, больше комната, больше объем газа нужно будет поддерживать, температурный режим, давление, да. Но с другой стороны, там больше можно будет манипуляций производить. Вот, допустим, к тому же в этом вот, как это назовут, стойка технологическая, да, к ней будет доступ удобнее из помещения. Готово. Теперь нужно вернуть кабель вот туда. Можно, кстати, посрезать свои фреймы вот эти, которые для саркофага должны были быть. Так как спускаемый модуль исчез, разрушен был бурей, то смысла в них нет никакого. Яма только получилась. Но я ее закопаю потом, наверное. Или придумаю что-нибудь. Оп, упал в эту же яму. И можно было бы себе здесь порог сделать. Я хожу, спотыкаюсь постоянно. Вот таким образом.
И вот эта стеночка мне понадобится вот сюда в качестве потолка. Или полика, я туда буду заходить и манипулировать вот с гидравлическим сгибателем. Или я пока могу подпрыгнуть. Батарейка села. Ясно. Значит, я эту батарейку возвращаю. Здесь нужно будет не забыть. Это, наверное, возьму болгарку сразу. Так. Теперь провода. Там 2, и здесь вот нужно тоже 2. Но кабелей, наверное, надо делать больше, потому что сейчас, возможно, понадобится где-то еще развернуться. Эти срочно устанавливаются в пропуск. Я их вырезал. Вот. Прям важно прямо сейчас, потому что солнце вышло. Батареи солнечные начали давать тепло. Солнечные панели. А я энергию перестал собирать, потому что там вырезал кусок кабеля. Производство остановилось. Он что, прорвал цепочку? Так, и я вот эти вот тоже убираю отсюда. Здесь будет у нас шахта. Но я их пока далеко не убираю. Так. И мне пригодятся. Так. Есть. Теперь пока... Что мне нужно? Мне нужно туда сделать транспортные трубы сразу. Я мог забрасывать материал для печати, скажем так. И, соответственно, в стакер, чтобы это все попадало. Тоже надо сразу сделать, чтобы было удобно и прыгать потом. Есть ли у меня в запасе что-нибудь? Нету. 7 кабелей. Ну давай пока вот так остановимся. Потом еще напечатаем. Транспортная труба. Критический уровень обезвоживания. Да, уже пить хочется. Прям критически. Порожек-то заварить. Мне нечем, да? Вот так вот прям куча дел сразу появляется. Ты туда-сюда и все сразу хочется охватить. 7. Давай еще до полного стака доделывай уже. Вот и продолжай еще, наверное, десяток делать. А я пока подышу воздухом. Ну, не свежим марсианским, естественно. Хотелось бы. Я вот этим вот
смесью своего газа подышу, попью водички, сниму скафандр. Так, я закрылся. Накачиваем воздух в комнату. 30, 40 килопаскаля, 39. Вот так. Теперь можно открыть шлем. Его можно даже вот сюда положить. Так, что мне здесь? Ну, как я и говорил, это не кислород, это дыхательная смесь. Присутствует всего понемногу, но в достаточных объемах, чтобы было в порядке. И даже 17 градусов. Не замерзнем. Снимаем костюм. Положим его пока вот тут. Чтобы был в руках. Желательно бы потеряющий. Ну что, отошел немного от своего дискомфорта. Надо здесь лампочку поставить, а то я как этот в темноте. Стекло какое запотевшее. Главное сейчас эту дверь не открыть. Все, комфорт вернулся в норму. Отдохнул от костюма. Можно продолжать. Возвращаем кислород обратно. Газ, вернее, да? Смесь газов. Обратно вернул. На этом пока стоп. И продувка свежим марсианским воздухом. Это шутка, конечно же, он не совсем свежий. Он там закончил, все, железо закончилось. Отлично. Раз у него железо закончилось на трубы, может он мне листик один сделает? Я порожек заварю. Или вообще даже заваривать не буду. Вот так сделаю. Вот. Трубы у меня, конечно, теперь в достатке, я бы сказал. Вот теперь точно все. Порожек я один вот здесь вот положу. На пол, чтобы не спотыкаться. А второй вот здесь. И будет у меня как раз таким вот образом возможность ходить. Ладно. Теперь пойдем делать транспортные трубы. Значит, мне нужна входящая труба где-то изнутри помещения. Где-то там. Надо понять сейчас, откуда она будет выходить. Как я ей обеспечу проходимость. Здесь не могу трубу поставить. Тоже не могу. Здесь у нас провод. Надо подумать. Ну. Что у нас там? У нас там панель солнечная. Ага. То есть вот так, да? Низкий заряд.
через низ вообще бросить. Вот здесь поставить корзину. Но в этом, в принципе, логика какая-то есть. Да, и там снизу. И вот с этой стороны стояк сделать наверх. Вертикальный, да? Да, я так, наверное, сделаю. Самый, мне кажется, оптимальный вариант. Чтобы сейчас вот тут вот с панелями ничего не делать. Поворачиваем 2 раза. Так. И прямая 10 много, 5. Наверное. Давай, повернись. Это, наверное, в самый раз будет. Вот так. И она ушла в пол. И в пол ушла, и вот здесь вот она должна будет выйти. В каком уровне? Ну, вровень с теми, в принципе, поворотными трубами. То есть где-то вот здесь она выйдет. Значит, мне можно делать сразу приемник сюда положить. Да, вот так повертить его вот таким образом. Давай не приемник, давай поворотную. Угол, который будет вниз смотреть вот так. Так. И вот таким образом у нас получился приемник. Я буду в него бросать, попадать это все будет в сгибатель труб. А со сгибателя сразу выйдем вот сюда, поворотной. Вот так вниз. Здесь он будет прямой, это мы снимем. Соединитель надо сейчас найти. Вот так. И все, один стакер и наружу. В принципе, для начала удобно. В будущем, я думаю, можно будет сделать более комфортную систему, какую-нибудь замкнутую, чтобы можно было не делать вручную перебросок. И теперь мне нужно попасть вниз. Ну, вниз я могу попасть только единственным способом, это снять, отковырять. И, наверное, подкопаться. Что без подкопа я туда не попаду. Ух ты, у меня тут прям золото. Прям под этим, под базой. Прикольно, конечно, с золотом, прикольно. Вот, и у меня есть подземный, я бы сказал, почти этаж можно сделать подземный. Я пока не буду так страдать. Хорошо, теперь мне нужно вот эти две соединить. И будет как раз то, что нужно. Здесь надо поворотик. И сюда поворотик. Сколько у нас здесь получится? Раз, два, три, четыре. 4. Или все-таки 5? Раз, два, три, 4. 4. Значит, мне нужна одна на 3 и одна цельная. Вот такая вот на 3. Годится. Все, завариваем.
Есть. Теперь можно возвращаться внутрь и заниматься атмосферой. В первую очередь я бы хотел сделать атмосферу в шлюзе и атмосферу вот в этой комнате. Ну, скажем так, самое простое, что я могу сделать, это вот окситы расплавить. Но они плавиться здесь не будут, скорее всего, потому что температура минусовая. Да, минус 44 градуса. Я день подожду. Я вот не буду извращаться. Будет день, днем будет чуть-чуть теплее. Смысл мне поднимать с 44 градусов, если я могу этого не делать. Так, теперь посмотрим, что у нас там. Бросим. То, что осталось, у нас осталось золото и медь. Металл я весь потратил, вернее, железо. Ну, это все металл. Хорошо. Вот. Теперь они вот там. И железо мне понадобится. Это вот точно понадобится. И эта штука мне понадобится сейчас. Значит, что мне нужно? Мне нужно... Я вот думаю, как бы мне использовать вот эти приборы. Он умеет, этот прибор умеет фильтровать газы, а этот умеет нагревать и охлаждать. Но я могу, например, наружу выфильтровать те вредные вещества из комнаты вот этой штукой. Таким образом я сделаю, ее поставлю. Давай я ее поставлю где-нибудь, сколько площадок для установки. Как не попаду. Могу застрять. Ага, да, у меня две площадки для установки баллона. Вот одна и там вторая. Значит, понадобится еще одна. Я думаю, будем где-то в этом месте ставить. Я забегался и отвлекся. Мне надо металл. Железо, вернее. Так, у меня есть уголь, у меня есть кремний, у меня нет железа. И нет железа нигде. Значит, пойдем его накопаем. Там копать железо. Маячок надо включить, да? Я же потеряюсь. Я же точно потеряюсь. Я взял с собой картридж? Взял. Да, пойдем за железом. Что такое? Никель. Я думаю, пригодится. Здесь и оксиды. Так, я включу музычку, и мы продолжим
послушаем музыку. Я сейчас это все в темпе вальса раскопаю и потом вернусь к вам снова. Так, ну что, пришло время подсчитывать то, что я накопал. Я нашел немного нитриса. Не знаю пока зачем он мне. Никель, кислорода набрал, оксита. Там много кислорода в этом оксите. Есть немного кремния. И то, зачем я, собственно, ходил, это... Критический уровень заряда. Да, это же у нас железная руда. Я набрал ее 3 стака. Это 348 штучек будет. Немного угля. Будем возвращаться на базу. Чтобы на базу вернуться, ну, я, во-первых, недалеко отошел. Во-вторых, я примерно понимаю, где я нахожусь. И я думаю, база в той стороне. Не угадал, база в той стороне. Вот так вот. Если бы я пошел куда думаю, а не куда нужно, я бы потерялся. Всего 30 метров, темень кромешная. Легко очень потеряться. У меня есть энергия. Я заменю свою батарейку. Выключить. Маяк можно потушить. Так, ну что, я потрачу часть энергии в батарейке на выплавку вот этого вот железа. Я думаю, что пора делать печь. Потому что плавить нужно будет много. Но сначала атмосфера. Потому что еда заканчивается. И вот как бы палка двух концов. Да, и еду тебе нужно выполнять. Мне осталось всего 12 батончиков. 12-15. Этого хватит не так уж и надолго. И чаще и больше, чем дольше находишься в скафандре, тем больше хочется его снять. Дискомфорт ощущается. Так, что там? Довольно быстро Бодр плавит. Но, конечно же, она не плавит так быстро, как нормальная печь атмосферная. Эта штука у нас плавит. Я бы назвал ее буржуйкой, но коробочка такая буржуйка.
Надо бы, наверное, батарейки подзарядить. Сколько у нас там угля? 5 штучек было сожжено. Это возьму, кину. Так. И включу генератор. Вот. Плавится оно на ура. Нить мне нужна, наверное, еще будет поплавить. У меня меди есть. 100 грамм железа здесь. 80 грамм меди, золота немного есть. Так. Теперь мы смотрим. Гидравлика. Мне понадобится активная вентиляция, 2 штуки на шлюз. Так, дальше. Хм. Электрический клапан нет. Смесители, гидропоники у меня есть сейчас. Трубы для жидкости тоже пока есть. Так, мне нужно 2 пассивные вентиляции на шлюз. Дальше. Веки для труб, это все хорошо. Так, газовый резервуар, надо ли мне? Пока нет. Коннектор мне пригодится для установки фильтра. Есть. Далее, регулятор давления. Значит, у меня в помещении может быть в какой-то момент слишком много давления. Я, наверное, хочу получить таких регуляторов 2. М? Далее, что мне может понадобиться? Ого, душ. Конечно, как раз сейчас душ. Спальник. Тоже, наверное, хорошо. Набор. Охладитель и обогреватель. Жрут они, скорее всего, немерено, да? Ну, в принципе, у меня есть кондиционер. Я могу им пока что обойтись. Очиститель воды. От чего очищать воду? Не знаю, нужно будет разобраться. Вот этих вот фильтров мне нужно лично мне в пользование. Уже 2 штуки точно нужно поставить. Давай закажем 3. Ну, и вот там клейкая лента. Батарея села. В генераторе топливо закончилось. Ну что, все закономерно.
Нужно вот это все пособирать. Сразу можно заменить себе. Нет, вот это мы еще доходим фильтр. И вот у меня их получается 2 на замену имеется. И 1 пустой. Хорошо. Теперь вот это надо собрать. Это еще поулетало. Я что-то еще хотел посмотреть. Вейкоизоляция. Интересно, для чего? Может быть, трубы изолировать? Ладно. Это что такое? Колпак на газовую трубу. Сколько он стоит? 3 железа. Ну, давай сделаем мне 2. Вот, теперь, по идее, достаточно всего, чтобы реализовать задачу с вентиляцией. Ну, в смысле, с кислородом, атмосферой. Атмосферой задачку решить. У меня есть принтер электроники. Значит, я могу сделать расширенный чип для шлюза. Как он там называется. И с локерами пора что-то решать. Мне лестница мешает. Так, хорошо. Хорошо. Это надо поставить. Где у меня будет гидропоника? Это вот, я думаю, здесь она будет стоять. А вот тут у меня будет вопрос решаться с газами. Пусть он будет где-нибудь здесь. Так, проверка. Значит, если я вот так поставлю эту штуку на него, как оно будет в какую сторону? Мгм. Этими. Да, картриджами, а органы управления наоборот. Значит, мне желательно бы его боком повернуть, чтобы я имел доступ и отсюда, и отсюда. Значит, нужно трубами ложить от себя, ставить трубы. Сюда. Снимается вот таким образом. От себя трубами наружу. Вот туда. Даже вот так. Так, что у нас там на улице? Минус 16. Это не минус 44. Хорошо. Теперь мы возьмем трубу и выставим ее туда, на улицу. Вот так. И я хотел вот где-то клапаны эти сделал, да, посмотреть. Клапаны, клапаны. Ага, так, и мне еще вот это надо. Вот это и вот это. Так, я думаю, это снаружи будет, а вот или снутри. Давай посмотрим. Есть провод, провода, провода. Здесь у меня ближе провода имеются. Что вот тут будет стоять регулятор. Не знаю, будет так работать притык или не будет. Прям. И вот это тоже наружу. Так. Этот будет у нас выпускать. Где он? Вот этот вот клапан. Регулятор давления. Он будет выпускать лишнее давление на улицу. Это что такое? То я не в ту, наверное, воткнул. Это жидкостная. Нет, все правильно. Там газовая труба, газовая пойдет на улицу. Так. Давай регулятор выложим. Этот клапан возьмем.
Теперь по шлюзу. Шлюзу мне нужно решить такую задачу. У меня там панель стоит солнечная. Значит, у меня есть свободные стеночки. Вот эти две. И вот тут одна сверху. Нужно поставить здесь активные вентиляции 2 штуки. Я их сложил. Вон они. Но, естественно, я сверху их не поставлю. Что там у нас уже солнечная панель. С этой стороны я могу одну поставить. И одну с этой. И 2 поставить рядышком. Какая разница, да? 2 трубы. Да? Дальше одна будет труба вовнутрь, а вторая наружу. Вот в чем смысл. Слева трубка будет закачивать атмосферу со шлюза обратно в помещение. А вот та, вторая, будет на улицу дыметь, так сказать. Вот. Таким образом мы будем давление в шлюзе постоянно регулировать то марсианской атмосферой попеременно и внутренней атмосферой. И сможем ходить. Что, симпатично получается? Такая вентиляция. Ага, и я еще вот с этой стороны колпак хотел прицепить. Вот так. И мне еще нужно с той стороны колпак прицепить. Да. Есть ли у меня еще пассивная вентиляция? Ну вот, она есть. Или колпак сделать. Ну и колпак сделан симпатичный. Вот. Критический уровень обезвоживания. Что ж. Итак, по времени серия подходит к концу. В данный момент, что я сделал? Я все-таки поставил наконец-то этот аппарат, который гидравлический сгибатель труб. Я начал разводку для коммуникаций, для того, чтобы заняться атмосферой. Вот. И следующая серия будет, собственно, я буду продолжать заниматься атмосферой, делать в этом помещении жилую зону и зону для выращивания растений. Даже больше не жилую, а именно для выращивания растений. Там как-нибудь уж сами подышим. Всем пока. Всем спасибо за просмотр. Завтра выйдет следующее видео. Я буду продолжать выживать на Марсе в Stationers. Не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.